Привет, это Salesmania. Узнай что-то новое, подпишись, расшарь и лайкни. Не жлобся на подписке. И не держи информацию в себе, как делаю я со всеми делюсь. Кто начинает заниматься продажами, часто могут слышать такое выражение, как АБЦ-анализ. Что это такое? Это классификация активов компании по их значимости и важности. Причем следует сказать, что этот анализ может быть применим на любом типе предприятия. В основе анализа лежит принцип Парето. Это эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Альфреда Парето. Кратко это можно выразить так. 20% активов генерирует 80% оборота компании. По-другому можно сказать, что 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий лишь 20%. Иначе говоря, если вы надежно контролируете 20% SKU из категории А, то это позволяет на 80% контролировать всю вашу систему сбыта. И неважно, что это. Либо запасы сырья и комплектующих на производстве, либо ассортиментная матрица в гипермаркете, либо портфель в ассортименте дистрибутора. АБЦ-анализ обычно делится на три категории. Категория А. 20% это наиболее ценные позиции, которые дают вам основной вал оборота компании, и они вам дают 80%. Категория Б. Промежуточные. Это 30% ассортимента, они генерируют 15% продаж. И категория С. Наименее ценный ассортимент, который генерирует у вас остальные 5%. По сути, АБЦ-анализ – это ранжирование ассортимента по различным параметрам. Он может быть выражен в штуках, в денежной массе, в весе, в категориях, в среде поставщиков, в массе конечного потребителя у покупателей и так далее. В логистике АБЦ-анализ обычно применяют для отслеживания объемов отгрузок со своего склада и частоты обращения к той или иной позиции на складе, а также для ранжирования клиентов по объему заказов со склада. А вот как провести АБЦ-анализ среди вашего ассортимента, посмотрите видео, ссылку на которое я размещу ниже в описании.